Свой 12-й и последний студийный альбом группа Bad Company выпустила в октябре 1996 года. Этот альбом выходил только на CD-кассетах, поэтому этого альбома в моей коллекции винила нет. Альбом назывался Stories Told and Untold – рассказанные и нерассказанные истории. В альбом Stories Told and Untold – рассказанные и нерассказанные истории – вошли новые аранжированные перезаписи лучших хитов Bad Company в интересной интерпретации, а также новые песни. Как написал в своем обзоре альбома Стивен Томас Эрлевин, название Stories Told and Untold отсылает к тому факту, что он содержит некоторые старые песни и некоторые новые. Но это не старые записи, заметьте. Это состав Bad Company 1996 года, с Робертом Хартом на вокале, который также вносит свой авторский вклад в несколько оригинальных песен альбома. Эти оригиналы, конечно, не так хороши, как хиты, но они достаточно надежны, и группа звучит довольно хорошо, даже если продакшн в итоге получается немного слишком скользким. Конечно, это для тех ярых фанатов, кто хочет услышать, как новая группа играет старые песни, а не для тех, кто рассердится именно из-за этого. И хотя это не то, что не буду часто слушать, но это не так уж и плохо, если говорить о современных пластинках ветеранов арена-рока. Фанаты группы считают, что этот альбом выиграл бы от того, если бы на вокале был бы Пол Роджерс. Но ведущим вокалистом здесь выступил снова Роберт Харт, как и на предыдущем альбоме группы. Также в записи альбома принимали участие другие специально приглашенные музыканты и вокалисты. Среди них американский певец, музыкант и автор песен Винс Гилл, который участвовал в написании одной песни этого альбома. Также Тимоти Шмидт, американский гитарист, автор песен, который внес свой вклад в альбом в виде выполнения партий бэк-вокала на нескольких песнях альбома. И еще один американский музыкант, Макс Карл, также отметился на 3 песнях на бэк-вокале и на одном треке отработал в качестве клавишника. Джош Лео сыграл соло на гитаре и поработал как продюсер на одной песне. Элисон Краус сыграла партию скрипки и исполняла партии бэк-вокала. Также на бэк-вокале поработали Бека Брамлетт, Ким Карнс и другие. На альбоме Stories Told and Untold есть 7 новых песен, которые звучат хорошо, как часть творчества знаменитой рок-группы. Многим фанатам группы, к их удивлению, новые песни понравились, да и перепетые хиты в новом исполнении также были интересными. Как и предыдущие альбомы группы, этот альбом был полным отражением новых тенденций по записи, которые практиковались в 90-е. Манера подачи песенного материала, которая появилась в 80-е, уже ушла. На альбоме чувствуется попытка зазвучать как в золотые 70-е, но с современным оттенком. Вышел неплохой альбом. После выпуска этого альбома Мик Ральф, Саймон Кирк и Пол Роджерс воссоединились и выступали с концертами и выпускали концертные альбомы. В ноябре 1998 года Пол Роджерс и Кирк предложили выпустить обширный сборник группы Bad Company с биографией и фотографиями. Роджерс предложил включить в сборник и 4 новые песни для привлечения фанатов. Оригинальные участники группы собрали студию, чтобы записать эти 4 новых трека. Хотя воссоединение было недолгим, пара новых песен попали в топ-чарты. Песня Hey Hey на номер 15 и трек Hammer of Love на номер 23. Новые треки появились в антологии оригинальных песен Bad Company, выпущенной в марте 1999 года. Этот альбом занял 189 место в чартах. Потом Ральф объявил, что прекращает свое участие в концертных выступлениях. Босс Баррелл также покинул группу. На этом воссоединение оригинальных участников группы закончилось. Концерт в Greek Theatre в Лос-Анджелесе стал последним выступлением первоначальных 4 участников. Хотя впоследствии были еще объединения отдельных членов группы для проведения концертных выступлений. После концертного тура 2022 года Bad Company снова прекратили свою деятельность, поскольку Роджерс вернулся к своей сольной карьере. Продолжался выпуск различных сборников и концертных выступлений группы. Искали на пыльных полках оригинальные мастер-ленты, затем аналоговые мастер-записи пропускали через аналого-цифровой преобразователь.
который ремастировал песни для наилучшего возможного звучания. Босс Баррел умер от сердечного приступа 21 сентября 2006 года в возрасте 60 лет у себя дома в Испании, прямо во время репетиции. Концертные выступления Bad Company в различных составах продолжались. Мик Ральс также перестал появляться в Bad Company после того, как в ноябре 2016 года перенес обширный инсульт. Саймон Кирк тогда сказал: «Он просто отличный парень, фантастический гитарист и веселый человек, но он не следил за своим здоровьем и страдал от высокого кровяного давления. И он заплатил за это цену. Но куда бы мы ни пошли, мы слышим излияние любви к Мику, и я очень скучаю по нему». Саймон Кирк со своей женой живет на Манхэттене, у него 3 детей. Бывший вокалист группы Брайан Хоу свой первый сердечный приступ перенес в 2017 году. Он был в тот момент за рулем, и его нашли в машине на дороге. Умер Брайан 6 мая 2020 года в возрасте 66 лет от сердечного приступа в своем доме во Флориде. Пол Роджерс в последние годы также перенес несколько инсультов. В 2000 году британская музыкальная индустрия вручила Полу Роджерсу награду, когда его песня All Right Now превысила 2 миллиона радиопроигрываний в Великобритании. Роджерс имеет двойное гражданство, став гражданином Канады в 2011 году. Как-то Пол Роджерс рассказал журналистам: «Я люблю винил. Я снова к нему вернулся. Я снова покупаю свои старые записи». На вопрос журналиста, а есть ли у Пола приличный проигрыватель, Пол ответил: «Недавно я купил один. Я пошел на так называемую гаражную распродажу здесь, в Палм-Спрингс, и купил Yamaha у одного парня. Это средний проигрыватель, но он довольно хорош и позволяет мне коллекционировать виниловые пластинки». На этом я заканчиваю свой рассказ о британской супергруппе «Плохая компания». Возможно, кто-то, посмотрев этот выпуск, решит переслушать пару их альбомов, а кто-то решит наконец-то познакомиться с их творчеством. Ну а на сегодня все. Приятного вам прослушивания старых, любимых ваших альбомов. И удачи вам в поиске новых. Мира нам всем. До свидания.